Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на вторую половину месяца июля. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Спасибо, что пишете комментарии, те, кто пишут. Также буду очень рада новым зрителям, которые появляются на моем YouTube-канале, когда вы подписываетесь на мой канал, нажав на значок колокольчика под этим видео. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь, пишите ваше мнение, оставляйте обратную связь по поводу того видео, которое сейчас увидите. Я буду очень-очень рада новым зрителям. Итак, давайте посмотрим, Козероги, что же ожидает, соответственно, вас в второй половине этого месяца, то есть следующие 2 недели буквально. Первая карта, которая здесь у вас появляется, это карта пятерка кубков. Это карта, которая говорит обычно о каком-то, знаете, как сожалении, разочаровании по пятерке кубков, что что-то не получилось, что-то не сложилось так, как бы вам, возможно, хотелось. И есть из-за этого чувство обиды, сожаления и желание зациклиться на прошлом, остановиться на прошлых своих убеждениях или целях, на том, как вам бы хотелось, чтобы ситуация разворачивалась. Но при этом у вас есть, несмотря на вот это переживание какой-то прошлой потери или из-за этого разочарования и сожаления, есть еще 2 кубка, которые стоят за спиной, и вам нужно извлечь уроки из того, что у вас было, постараться не зацикливаться на той неприятности, которая произошла, и обратить внимание на те полных 2 кубка, которые есть у вас за вашей спиной. Они еще не пролиты, и они сулят много возможностей, которые у вас остаются, несмотря на прошлые потери. То есть вам не нужно зацикливаться на том, что произошло раньше, на том, что вы потеряли. Возможно, вам нужно обратить внимание на том, что вам нужно отвлечься от этого и посмотреть вокруг себя, на то, что у вас еще есть, какие возможности еще могут появиться в этой ситуации. По Иерофанту у вас есть вера, есть уверенность в том, что все происходит своим чередом, как должно быть. Возможно, здесь вам нужно использовать какой-то проверенный временем способ. Возможно, вам здесь нужно действовать традиционно и подходить к пониманию чего бы то ни было традиционным образом, то есть так, как следовало бы в этой ситуации. Опять-таки, по Иерофанту, возможно, это какая-то ситуация, происходящая в вашей семье, в браке или там среди ваших родственников, да, потому что все-таки Иерофант, он говорит о институте семьи, да, он говорит о, вот, собственно, да, этой ячейке общества как таковой. По пятерке кубков это даже может быть какая-то ситуация, которую вы как ссор из избы не хотите выносить, но она вас беспокоит, вы не можете от нее никак убежать, потому что это внутри семьи происходит. Но вас это расстраивает, разочаровывает, вызывает определенное сожаление, обиды какие-то и, может быть, даже какие-то разногласия, которые возникают у вас с близкими, но нужно опять-таки действовать в гармонии с традициями, с установками, которые есть в обществе, того, как принято, как нужно. И, собственно, вы, если нуждаетесь в совете, то лучше обратиться к кому-то из вашей семьи, кто действительно искренне желает вам счастья. Если нужна какая-то помощь или совет, может быть, ваш человек родной, там, родители, да, или вот, или муж, или жена, да, ну неважно, то есть обратиться за советом, за помощью, за поддержкой к такому человеку. Дальше, следующая карта, у вас карта 4 кубков, но тоже по сути как апатия. Вы можете застрять на месте и позволять себе зацикливаться на том, что не получилось что-то, что вы что-то могли потерять, и это вызывает какую-то апатию и такую настороженность по отношению к принятию нового предложения, которое здесь сулит этот кубок. То есть новая возможность есть, и здесь эти 2 кубка, и здесь сверху он появляется на этой ладошке, но вы как будто боитесь попробовать что-то новое. И очень осторожны здесь. И вы, правда, можете упустить хорошую возможность, которая к вам приходит, потому что вы находитесь в состоянии обиды в этой ситуации. Но по тузу жезлов на самом деле это новая возможность, которая вам дается с этим кубком здесь появляющимся. Это новая искра, новая захватывающая для вас возможность, новый путь, который у вас появляется, это туз жезлов. И он очень страстный, он очень креативный, очень активный, он сулит новые начинания, новые двери открытые. Он проявляется как такой мощный энтузиазм или желание что-то делать наконец-то, да, и уходить от этой неприятной ситуации, которая у вас была. То есть, правда, ситуации апатии и обиды. И для вас это очень важный такой ключевой будет момент желания действовать, что-то, что дает посыл
посыл к действию, к возможности этого искрометного нового начала. И здесь же карта императрицы, эта карта, она тоже опять-таки делает акцент на семье, на семейных ценностях, на материнстве, на институте брака по императрице, как на хранительнице очага и хранительнице семьи по императрице. Вместе с королем жезлов, который, ну да, огненная стихия, но такая пара у нас появляется. То есть здесь энергия этой императрицы с королем, пусть даже королем жезлов, вы земной знак, а здесь такой огненный, но неважно. В целом это такой символ сочетания плодородия, это символ по императрице фертильности, может быть, это рождение или вот таких каких-то важных семейных вопросов с обеспечением уюта в семье, в доме. Это искра, которая вас вдохновляет на потенциал определенный вырасти, потому что императрица — это рост, это развитие в любом понимании этого слова. И она показывает здесь желание с королем жезлов, может быть, поэтому тут жезлов и король жезлов, да, что и там жезлы, раскрыть свой потенциал, руководить своей жизнью и воплотить в жизнь какую-то свою идею, которую вам хотелось. Потому что вы здесь по тузу жезлов очень вдохновлены этим. Прям для вас это как идея фикс, что-то очень важное, такое ключевое для вас в этой второй половине месяца. И здесь вы ожидаете этой мощной динамики, вы ожидаете этого мощного развития, прогресса. И, скорее всего, здесь действительно это происходит. Может быть, важное значение имеет земной знак зодиака, вроде Тельцов, потому что здесь есть императрица и иерофант, а может быть, огненный, лев, овен или стрелец. Но в любом случае это общий расклад, здесь на знаках лучше не останавливаться, но в любом случае здесь есть большой рост и желание воплощать ваши идеи во что-то реальное, осязаемое, потому что есть туз жезлов, это первые шаги, которые вы делаете, либо не просто идеи, да, реализовывать какие-то конкретные ситуации, связанные с семьей. О, еще один туз. Еще, кстати, тут туз кубков, да, похож чем-то на четверку кубков, тоже кубок такой предлагается. Но тут же 8 кубков. То есть вам нужно уйти от прошлых разочарований. И пусть впереди вы как будто бы понимаете, что могут быть какие-то неожиданности, не все так четко, не все так определенно, но вы как будто бы горите какой-то идеей, и для вас это хороший плодотворный момент с тузом кубков, который показывает эту новую хорошую возможность, которая вам здесь дается. Это возможность для того, чтобы уйти от разочарований. И эта возможность, которую вы здесь примете, она принесет много удовлетворения, она очень сильно наполнена страстью, вот этим по тузу жезлов, и эмоционально наполненная по тузу кубков, любовью наполнена, каким-то эмоциональным удовлетворением, любовью к себе, в конце концов, и напоминание о том, что бы ни случилось в прошлом, какие бы неприятности ни произошли, но вы можете кубки наполнить новой энергией в своей жизни. И, собственно, да, пройдя через эту 8 кубков, оставив позади какие-то неприятности, идти к чему-то более светлому, осознанному. И вы делаете такой обдуманный выбор в пользу того, чтобы идти к чему-то лучшему, да, уходя от плохого. Вы, возможно, думали, что что-то получится, но оно не получилось. Вы отворачиваетесь от этой неудачи и идете к новым горизонтам, собственно. И вместе с картой Иерофант здесь у вас есть 2 пентаклей, есть король кубков, водная стихия появилась, раки, рыбы или скорпионы. Опять-таки по 2 кубков выбор. То есть вы делаете выбор, как поступить лучше, какое решение принять, взвешиваете определенные варианты. И вместе с 2 пентаклей стараетесь вот в этой ситуации не потерять равновесие, не потерять баланса. Вы стараетесь здесь удержаться, собственно, не поскользнуться на этих скользких камнях, которые здесь изображены. И вместе с королем кубков, который тоже под тузом кубков, соответственно, выпадает, есть уверенность в том, что вот это новое начинание для вас, которое вы выбираете с 2 пентаклей, оно будет действительно очень вдохновляющим, очень перспективным, наполненным любовью, взаимностью и действительно тем, что принесет вам счастье. Поэтому здесь в любом случае как будто есть хорошая возможность с этим королем кубков, и этот король кубков здесь выступает в роли
такого эмоционального мастерства и якоря эмоционального, когда вы понимаете, когда нужно отдавать, когда получать, когда демонстрировать свои чувства, когда не демонстрировать. То есть он как будто бы умело обращается своими чувствами. Плюс вы умело используете все свои сферы в жизни, то есть и чувства, эмоции, и целенаправленность, и целенаправленную работу, как будто не теряете самообладание в чем-то. И король кубков, он здесь может быть водным знаком. Действительно, я говорила, раки, рыбы или скорпионы. Либо может здесь речь идет о каком-то доверии, о эмоциональной сильной связи или человеке, который эмоционально зрелый, который может быть источником поддержки для вас, или который предложит вам хороший дельный совет вместе с иерофантом, когда вы проходите этот путь, соответственно, ухода от чего-то негативного и этого перехода. И переходя к вот этой вот четверке кубков, когда мы говорим о том, что вы очень осторожно относитесь к какой-то новой возможности, которая вам дается, вы стараетесь по карте сила посмотреть своим страхом в лицо, обратить внимание на какие-то свои переживания и понять, что они не настолько существенны, чтобы отказывать себе в новой, действительно хорошей возможности. Понимаете, что ее лучше не упускать. И да, вы, может быть, чувствуете себя немножечко оторванными от происходящего, но эта карта силы, она показывает, что у вас достаточно сил, достаточно внутренних ресурсов и вот этого потенциала для того, чтобы эту возможность принять. И она действительно, десятка пентаклей, может принести к стабильности, привести к какому-то благополучию, постоянству. Опять-таки, в вашей семье десятка пентаклей, в вашем доме десятка пентаклей вместе с картой силы выпадает. В любом случае, любая нехватка чего-то или неудовлетворенность, которая у вас могла быть, она здесь нивелируется, проходит. И вы видите в своих действиях теперешних какую-то хорошую долгосрочную перспективу, может быть, материальную стабильность, которая идет вслед за вот этими переменами. И сила здесь, она показывает эту внутреннюю силу, которая как раз заключается в стойкости, в мужестве, в спокойной настойчивости и возможности преодолевать любые трудности, преодолевать препятствия и устранять сомнения по поводу каких-то новых возможностей, которые вам предлагаются здесь. Возможность может оказаться достаточно надежной в финансовом, материальном плане или способствовать каким-то хорошим переменам в семье, потому что это сулит стабильность в семье. Может быть, здесь речь о заботе про семью или каких-то вопросах с детьми связанных, потому что все-таки императрица, десятка пентаклей, может быть, что-то, что укрепит ваш брак. Может быть, это дети, возможность завести ребенка, которая здесь всерьез рассматривается, или какие-то неудачи раньше в прошлом, которые происходили в браке, но здесь есть возможность, приняв новую возможность, укрепить свою семью каким-то образом. То есть в любом случае карта достаточно хорошая. И тут же есть еще и туз жезлов, это карта по тузу жезлов решительных действий. У вас уже 3 туза здесь есть туз жезлов, туз мечей, простите, и туз кубков, и двойка жезлов. И двойка жезлов по двойка пентаклей, тоже как выбор, по сути. То есть вы как будто бы рассматриваете какую-то другую возможность, которая у вас есть, новую возможность, которая вам дается, и новые горизонты, которые вы будете достигать с принятием этой возможности. То есть вам не нужно оглядываться назад, вам нужно перестать смотреть в прошлое, отвернуться от тех неудач, которые были, смотреть в будущее, за горизонт, потому что чем больше вы цепляетесь за прошлое, тем больше оно вас тормозит, останавливает. Вам нужно использовать новую возможность, которая вам здесь дается. Вам нужно использовать здесь хороший потенциал, который у вас есть в эти 2 недели, соответственно, козероги. На этом я думаю, что мы сегодняшний наш таро-прогноз будем завершать этот расклад. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я буду очень рада прочитать от вас ваши сообщения. На этом с вами сегодня прощаюсь. Желаю всего самого наилучшего. До скорого.